Когда ты не знаешь, с чем играть, когда тебе надоело, что все вокруг сильнее тебя, и когда ты хочешь забирать MVP в каждом лобби, то тебе просто нужно открыть это видео. Здравствуйте, господа и дамы, добро пожаловать в наш уютненький дурдом. Из сезона в сезон в игре появляются все новые пушки, и уследить за ними попросту невозможно. Да и что-то старое там тоже меняет, что-то становится лучше, что-то хуже. Так с чем лучше всего играть в мобильную колду вот прямо сейчас, в 2025 году? Я убрал весь мусор, средние позиции и даже некоторые очень сильные, но своеобразные штуки по типу Одена, оставил самый сок, накинул вам сборок, поэтому погнали. Первый раздел — штурмовки. Мы не будем их делить на какие-то супер-мега подвижные или наоборот супер-мега под дистанцию, просто 3 самых лучших по совокупности факторов. И открывает наш топ, пожалуй, самая универсальная штурмовая винтовка во всей игре — ДРХ. Любые дистанции в сетевой ей оказываются по силам, на средних она просто прекрасна, на дальних не беспомощна, на ближних тоже кое-что может, ибо у нее довольно низкий, точнее, даже один из самых низких ТТК во всей игре, так что если вы в упоре попадете 3 пули, то все у вас будет хорошо. Золотой особенностью этой пушки является огромная дистанция зоны трешота и очень большая площадь персонажа, в которую этот трешот залетает. Но вот тут важное уточнение. Бытует мнение, что, мол, магазин с патронами ОТМ на самом деле не нужен. И если открыть статистику и глянуть, то да, при прямом зажиме поверху тела на 29 метрах от него действительно толку нету. Однако, если вы возьмете 2 пульки по ногам или там в живот, а потом хотя бы одну попадете поверху тела, то с магазином ОТМ у вас все-таки будет трешот, а без него нет. И это будет ровно тот самый случай, когда вы противнику одну писюльку ХП оставляете, и это очень неприятная ситуация. Ну и как ни крути, но дополнительные 7 метров дистанции к зоне прямого трешота нам тоже прилипает, что, конечно же, не так уж часто может зарешать, но все-таки может. 29 метров это хорошо, но 36 лучше. И именно поэтому моя сборка выглядит вот так, и я считаю ее эталонной. И да, само собой, как и эта сборка, так и все остальные уже лежат в моей телеге, так что можете ничего не скринить, переходите и забирайте, ну а мы идем дальше. Друзья мои, если вам нужно что угодно касательно мира Call of Duty Mobile, то обращайтесь в Safe Store. Да и не только COD Mobile, для PUBG, Warzone и всех других мобильных проектов здесь собраны лучшие предложения. Для наших РФ пацанов здесь есть боевые пропуска, месячные и недельные снабжения, а для тех, у кого магазины открыты, доступно пополнение по самым лучшим ценам. Сотни реальных отзывов и тысячи довольных клиентов тому прямое подтверждение. Все это Safe Store. Переходите по ссылкам в описании и покупайте только у самого проверенного и надежного продавца. Теперь же штурмовка, которую я считаю средней, но не в плане того, что она середняк и ни о чем, а в том, что ее характеристики находятся посередине между всем. То есть она и не очень скорострельная, и не очень медленная, и не трешотит, в общем, она между всем. И это тип 19. Я не знаю, в чем здесь магия, но она объективно есть. Тип 19, особенно в своем мифическом исполнении, это лучшая штурмовая винтовка в сетевой игре прямо сейчас. Да, есть новомодный XM4, но что-то как-то его пока никто не распробовал, так что я пока что в рамках этого видео рассматривать его не буду. И есть еще много чего другого, но тип собака хорош. Даже очень. Вот такая сборка, но у него есть прям вот самый ближайший братишка, который с ним очень близок и по статам, и по ощущениям от игры — Грау. Грау, наверное, чуть слабее тайпа, но в мелочах, и скорее всего в прямой баталии победителем выйдет просто тот, у кого руки попрямее. И, кстати, при этом, да, еще не стоит забывать, что в плане игры от мушки, без каких-то донатных скинов, тайп в пух и прах проигрывает Грау, потому что у Грау стоковая мушка на стволе Архангел лучшая во всей игре, а на Nexus она тоже, кстати, недалеко ушла. А у тайпа, ну, довольно все грустно. Так что могу сказать так, что если нету никаких pay-to-win скинов, берите Грау. Если есть мифик на тайп, берите тайп. Если есть мифик и на то, и на другое, то все равно берите тайп. Сборка на Грау. Вот. Ну и в целом я, возможно, бы на этом со штурмовками и закончил, потому что, как я и сказал, тайп сейчас реально лучший. Но, к сожалению, есть не пушка, а явление, с которым нам всем приходится жить и мириться, и с которым разрабы, что бы ни пытались сделать, все равно лучше не становится. Так что, да, есть БП-50, конечно же, но честно, она просто надоела. Ведь несмотря на то, что уже вроде как полгода прошло с момента ее выхода,
Все равно, из сезона в сезон БПшка не покидает игровых лобби. В этом сезоне на нее еще прилип скин за рейтинг, а значит станет ее еще больше, потому что просто у многих появляется бесплатный скин, а значит надо вперед и с песней. В общем, БПшка от нас никуда не денется, и да, она контрится, причем довольно легко, но в ситуациях, когда ваш пинг немного туда-сюда, она просто не оставляет вам шансов против, казалось бы, не самых сильных противников. Для игры с ней просто не нужно особенно напрягаться. Патронов много, скорострельность большая, залетает из нее хорошо, даже если особо и не стараться, и вот вам и результат. Поэтому для рукопопов, которым нужно, чтобы пушка играла за них сама, это отличный вариант. Для тех, кто в себе, то в целом, взяв тот же тайп и играя с ним, ну, наверное, вы даже поэффективнее будете. Поэтому БП есть, но стремиться играть с ней на постоянке я бы не стал. Эту главу открывает сразу две пушки, потому что, блин, ну насколько же они между собой близки? Это перо и кукушка. Ситуация около аналогичная Type 19 и Grau, но тут прям уже до смешного, что в сборках у них, допустим, скорость перемещения и бега вообще не отличаются. Скорость стрельбы одна и та же, дистанция одна и та же. Профиль урона, конечно, на одну единицу на разных отрезках пляшет, то в одну, то в другую сторону, но это не сильно роляет. И коэффициенты в тело. У кукушки чуть лучше в руки и живот, у пера чуть лучше в плечи и голову, но если суммарно подвести, то это буквально штуки, делающие одно и то же, просто двумя слегка разными способами. Что из этого кому больше нравится, это каждому свое. Вероятнее всего, на что скин лучше, то больше и заходит. Поэтому я бы не стал выбирать из них лучшего, пусть будут оба в сборке. А вот далее, пушка, которая долгое время прозябала в небытие, о которой многие уже начали забывать, но которая таки получила новую жизнь — CBR. Ребят, то, что творит в этом сезоне Петух, это просто нечто. Я давно не испытывал такого удовольствия от игры с пистолетом-пулеметом. При грамотной компоновке модулей в сочетании с перками вы будете просто носиться как в жопу ужаленный, и противники просто не будут успевать по вам доводиться. И тут я должен сразу показать вам сборку и кое-что разъяснить. Во-первых, тут самым главным модулем является приклад. Он дает стрейф. Если вдруг вы не знаете, что это, то стрейф — это ваше перемещение во время зажима по врагу. И вот стрейф CBR-ки-то и бафнули, поэтому накидывая приклад, накидывая вот этот перк, мы получаем одну из лучших скоростей стрейфа в игре. Это означает, что если вы будете и стрелять, и активно стрейфиться из стороны в сторону, то по вам будет категорически сложно зажимать в ответ, поэтому приклад, перк и погнали. Кстати, да, еще же у меня есть сборки перк нанесения ран, но на самом-то деле он не такой уж и обязательный. Просто, по сути, на CBR пятый модуль лишний. Ставить лазер тут не имеет особого смысла. Кучности, как для ППшки, и более чем хватает, скорости прицеливания тоже. Ловкость рук — это тоже, конечно, хорошо, но не имеет особого смысла, потому что, во-первых, патронов действительно много, а во-вторых, перезарядка довольно быстрая. А вот нанесение ран — это довольно интересный перк, потому что он не позволяет по-быстрому отхилиться противнику, если вы его в случае чего не дожали. Поэтому с наибольшей долей вероятности такого оппонента сможет доесть ваш тиммейт, потому что каленый противник в таком случае остается значительно дольше. Особенно, кстати, это годная тема в бомбе, берите на вооружение. В общем, CBR-ка топ, всем советую. Ну и самая сильная ППшка в игре на данный момент, которая, однако, почему-то играется ближе к штурмовкам, ну и ладно, USS 9. Сильная, действительно сильная штука, особенно обидно, когда она тебя забирает за 2 попадания в голову, это просто как ваншот ощущается. Злая штука очень. Однако все же, лично я не считаю ее эталонной. Ну не могу я свыкнуться с тем, что в своем геймплее она ближе к ДРХ, чем к большинству ППшек. При этом невозможно отрицать, что это один из сильнейших ганов, но я бы USS просто вынес за скобки классов. Она хороша в абсолюте, это да, но не в привычном понимании ППшек. Вот, кстати, моя сборка. Но, если представить, что вот этой позиции просто не существует, вот что бы я тогда мог здесь расположить? Разумеется, кандидат есть, и разумеется, это Фенек. Во всей игре это самая злая ППшка. USS злая, но ее злость размазана по дистанции применимости, а Фенек, он безусловно не такой универсальный, но в перестрелке на ближней дистанции он злее. Если вы берете его на правильной карте, в правильном режиме, когда вы максимально часто сближаетесь с противниками, то в таких моментах играть с Феньком одно удовольствие. Особенно, когда в наличии есть удобный скин, и сейчас разжиться этим удобным скином может каждый. Ведь есть ящик в игре, и я буквально за 3 месяца собрал больше 50 купончиков, чтобы его прокрутить бесплатно. Так что забрать удобный скин — это лишь вопрос времени для каждого. Фенек класс, очень нравится, ловите сборку. Кстати, по невероятному совпадению, но самыми сильными ППшками оказались те, на которые были сделаны мифики. Ну, CX-9 мы, конечно, обошли стороной, но это не значит, что он плох. Просто для него здесь не нашлось места.
Пожалуй, самая неоднозначная ситуация у нас складывается вокруг пуликов. Вроде бы их не так уж и много, но и при этом тут как будто бы и выбрать-то особо нечего. Ну типа есть фановые штуки, как тот же Колун, есть бесполезные, как тот же Рал или S36. Так что же выбрать? Не переживайте, у меня есть ответ. Открывает эту главу ПКМ. Да-да, вы мне очень давно, очень много раз о нем говорили, и сколько раз его при этом бафали разрабы даже сосчитать, наверное, невозможно. Однако им почему-то все равно не очень горят желанием пользоваться широкие массы. И да, я признаю, что напрасно. Мне по-прежнему он не нравится, я по-прежнему отношусь к нему со скепсисом, но невозможно отрицать, что ПКМ сейчас реально хорош. Он всю дорогу казался мне избыточным, у него была долгая анимация развертывания, у него была сильная визуальная тряска. В общем, в условиях сетевой я просто не видел в нем смысла, однако по сути все на данный момент исправлено, и я просто не вижу больше причин, чтобы этот пулик обходить стороной. Не стоит, он реально достойный, поэтому ловите сборку. За второе место была довольно яростная борьба внутри меня, потому что есть два пулика, которые действительно очень хороши, хоть и каждый по-своему. Но выбирая сейчас между ними двумя, а это Уэлка и Холгер, я выберу Холгер. По той простой причине, что, во-первых, тотем в виде мифика, а во-вторых, что-то его бафает уже 2 сезона подряд. Ему, в частности, бафнули магазины, делающие из него шивы. Сначала им там боезапас приподняли, по сути, не трогая сами магазины, а увеличив просто общую вместимость патронов. Теперь вот и скорость прицеливания с отдачи чуть бафнули. В общем, тут побольше приятностей есть от разрабов. Ну и в целом, даже если откинуть эти приколы с магазинами, то Холгер это просто хороший пулемет. С хорошей подвижностью, с высокой скоростью перезарядки, поэтому он позволяет особо и не выходить из боя, когда кончаются патроны. Быстрый релоуд и обратно. В общем, Холгер класс, ставим на него ЦМО и все стены наши. Ловите сборку. Ну а топ-пулик без сюрпризов это, само собой, МГ-42. Куда же мы без него? От него, ровно как и от БП, уже все порядком устали, но если вы думаете, что вот и все, вот-вот музыка отыграет, то нет. Его вот и на пол в КБ что-то вернули, и легу на него готовят. В общем, если вы решили, что эра МГ заканчивается, то спешу вас огорчить. Нам с этим жить дальше. И так-то, по сути, есть один и тот же ган, но в разных исполнениях. Есть Фенек, который эталон, есть БП-50, который Фенек в мире штурмовок, и есть МГ-42, который Фенек в мире пулеметов. И как вы можете заметить, наиболее скорострельные ганы по совпадению и обладают наибольшей силой, потому что такие ганы прощают наибольшее количество ошибок. Если вы промахнетесь парой пулек из МГшки, то ничего страшного, там их столько, что все равно врагу хватит. Это тот самый ган, с которым можно даже не думать, а просто стрелять. Все остальное он сделает за вас сам. Так что, если вы еще особо не разбираетесь в игре, но хотите попробовать пулемет, берите МГ-42, оно очень сильное. Что касается комплектации, я не вижу особого смысла ни в магазине Арисака, ни в бронебойных патронах, ни в ленте на сотку, это все не дает особого профицита. Единственное, что магаз на 250 это, конечно же, жирно, но, наверное, избыточно. А все остальное, ну, в общем, вот. Я слегка поменял сборку, у меня изначально был ствол на лютый контроль, но привыкнув к МГшке, я прекрасно понимаю, что контроль тут не нужен. Можно даже на самом-то деле и сделать вот так. На этом со всем автоматическим вооружением мы разобрались, однако это еще не все. Напомню вам, что я вообще ни разу не снайпер и в данном вопросе не претендую на истину в последней инстанции, так что имейте в виду. И здесь открывает список незабвенная классика DLQ-33. Она не обладает лучшими характеристиками в игре, она не самая быстрая, не самая подвижная, но работает, и работает хорошо. Особенно тут даже и добавить нечего, DL-ка и DL-ка, вот сборка. А вот далее моя любимая снайпа, и заодно на нее же у меня и любимый скин среди всех снайперок — Локус. Локус в недавнем времени это настоящая турнирная мета. Он быстрее DL-ки, он удобнее DL-ки, однако, конечно же, не без нюансов. Во-первых, он не ваншотит в живот, но это решается в сборке, а во-вторых, у него неважная пробивная способность. Если враг находится за укрытием, то пробить и укрытие, и снести сотку хп у этого врага у вас вряд ли выйдет. Локус по убойности все же ниже DL-ки, и это нужно понимать. Но если поставите ЦМО, то таких проблем не будет. Но и правды ради, даже без ЦМО я не так часто ловлю момент с пробитием преград, так что меня это не особо парит. Допускаю, что это из-за того, что я все-таки не играю в бомбе, но кто играет постоянно в бомбу, наверное, и сам знает, что ему там удобнее, моя же сборка вот.
Ну а самая лучшая снайпа по совокупности факторов — это само собой Тундра. Быстрый скоп, быстрый интервал выстрелов, все быстрое, минусов при этом особых нету. На любых турнирах, где можно брать Тундру, ее будут брать чуть ли не все. А это довольно важный показатель, там ребята точно знают, что сейчас работает лучше остального. Моя сборка вот, но тут я не топлю с пеной у рта за нее, повторюсь. Моя компетенция в данном вопросе весьма сомнительная. Ну и бонус, пехотные винтовки, тут даже разглагольствовать особо не будем, нужна полуавтоматика, берите тип 63, он сейчас лучший. Не кардинально лучше, чем СКС, но чуть лучше. А если нужна ваншотающая пехотка, то берите СПР. По сути, любые ваншотки в этом разделе играбельные, киллы с термитами — это вообще отдельный прикол, но вот если просто нужна хорошая пехотка без термитных закидонов, то это СПР. Очень приятная штука, искреннее удовольствие получаю при игре с ней. Очень нравится. Ну и вот так выглядит список пушек, с которыми лично я бы стал играть в этом году. Безусловно, есть еще некоторое количество штук, которые очень сильные, которые я тоже очень люблю, как тот же самый АСМ. Есть ЛК-24, который великолепно отрабатывает дальние дистанции. Есть КН, есть ПДВ, Бизон, Кардит. Чего только хорошего нету. Но именно к чему-то из этого списка я бы возвращался, если бы не знал, с чем сыграть. Что ж, спасибо большое, что досмотрели. Впредь при возникновении вопроса, с чем сыграть, я буду отсылать вас именно на это видео. Огромное спасибо парням с Бусти и Генджи за спонсорку на ютубе. Не забывайте о лайках и подписке на канал. Ну а это был Командос. Пока.